Что ж, наверное, каждый начинающий программист после Hello World хочет написать какой-нибудь простенький проект. Почти всегда в голову приходит идея создания калькулятора. Но консольный калькулятор — это как-то скучно и просто. Вот это вот введите число, введите второе число, выберите операцию. Ну что это? Хочется сделать приложение вот прям как в системе. Ну или почти. В этой серии видеоуроков я научу вас делать это самое ну или почти, простой десктопный калькулятор. Здесь не будет тригонометрических функций, процентов, интегралов и других полезных вещей. Вы сможете добавить их по своему желанию. Мы будем использовать язык Python, фреймворк Qt, библиотеку PySide 6. Очень хорошо то, что фреймворк Qt кроссплатформенный, то есть наш калькулятор должен работать на всех системах. Ну, за все системы я не могу сказать точно, но я проверил на Ubuntu 20.04, полет нормальный. На macOS 10.15 Catalina тоже все работает. Итак, создадим проект и желательно виртуальную среду, чтобы не засорять систему. Я буду писать код в PyCharm, ваше право выбрать любой другой редактор. Установим библиотеку PySide 6. Создавать интерфейс мы будем в приложении Qt Designer. Его можно скачать отдельно или найти в папке установленного PySide. Для этого перейдем в папку с Python или виртуальной средой, затем в папке lib, site packages, PySide 6 и найдем здесь экзешник дизайнера. Создаем main window, то есть главное окно приложения. Сразу убираем ненужные меню и статус-бары. Название приложения можно изменить в свойстве главного окна Window Title. Сохраним файл интерфейса. Он имеет расширение UI. Обычно я называю файл design. Перетащим нужные элементы в интерфейс. В нашем калькуляторе будет поле ввода LineEdit, лейбл со временным выражением над этим полем и grid layout для кнопок. Просто закинем эти элементы и выберем вертикальный layout для центрального виджета. Выглядит убого, но вы не переживайте, дальше будет еще хуже. Теперь закинем кнопки в grid layout. У меня будет 4 колонки и 5 рядов. Чтобы скопировать и вставить элемент, можно перетащить его с зажатой кнопкой Ctrl. Поставим текст во все кнопки. Для Backspace мы позже поставим иконку. Для минуса и умножения я нашел их специальные символы, которых нет на клавиатуре. Проставим горячие клавиши для всех кнопок, кроме Clear и отрицания. За это отвечает свойство Shortcut. К сожалению, в Qt Designer нельзя указать несколько горячих клавиш для одной кнопки. Мы сделаем это позже в коде. Запишем 0 в LineEdit и выберем правое выравнивание для текста. Нам нужно сделать так, чтобы пользователь не мог вводить, что попало в это поле, чтобы он мог его только читать. Для этого существует свойство Read Only. Укажем максимальную длину. У меня будет 10 символов. Должно хватить всем, прямо как 640 килобайтов. Запишем в лейбл какое-нибудь выражение и поставим правое выравнивание. А вы дизайнов продаете? Нет, просто показываю. Красивое. Чтобы посмотреть превью дизайна, используйте сочетание клавиш Ctrl-R. Давайте назовем элементы, чтобы в коде было проще обращаться к ним. Я буду называть так. Для кнопок вначале пишу btn, нижнее подчеркивание, и дальше название. Для лейбла lbl, для LineEdit le. Вы спросите, почему интерфейс так плохо выглядит? Все потому, что у элементов не настроена вертикальная политика. Для лейбла и LineEdit поставим максимум. Для всех кнопок поставим Expanding. Приступаем к стилизации калькулятора. Сначала нужно определиться с цветовой палитрой. Я буду использовать 4 цвета. Почти черный 1, 2, 1, 2, 1, 2 для фона, белый для текста,
серый 3 шестерки для фона кнопок при наведении и серый посветлее 3 восьмерки для текста лейбла и фона кнопок при нажатии. В Qt Designer поддерживается язык CSS. Напишем простенький стайл для главного окна. Я пишу в Sublime, потому что в дизайнере неудобно, нет автоматического дополнения и отступов. Для всего виджета указываем белый цвет текста и почти черный цвет 121212 для фона. Я буду использовать бесплатный шрифт Rubik из библиотеки Google Fonts. Он довольно приятный. Давайте посмотрим, что получается. Ну такое. Давайте изменим кнопки на плоские с прозрачным фоном. Теперь напишем изменение фона кнопок при наведении и нажатии. При наведении цвет фона будет меняться на серый 3 шестерки, при нажатии на серый 3 восьмерки. Теперь разберемся с полем ввода. Поставим размер шрифта 40 поинтов и уберем границы. Я не буду делать какие-то изменения при наведении и нажатии, потому что пользователь не может взаимодействовать с этим полем. Для лейбла укажем только цвет 3 восьмерки. С этим элементом пользователь тоже не может взаимодействовать. Теперь зайдем на Google Icons и возьмем черную иконку калькулятора и белую иконку Backspace. Создадим файл ресурсов. Он будет иметь расширение QRC. Закинем туда наши две иконки. Выберем Backspace для кнопки и калькулятор для иконки главного окна. Почти готово. Убираем текст из лейбла, ставим размер главного окна. У меня будет 300 на 500. Такой же размер поставлю минимальным для приложения. Еще добавлю такую фичу – курсор, указывающая рука для кнопок. Поставлю только для одной кнопки, сейчас доделаем в коде. Файл интерфейса представляет собой файл с XML разметкой. Мы можем найти свойства курсора. Скопируем этот блок тега property с названием курсор и вставим во все кнопки после блока тега с размерной политикой. Проверяем. Все, дизайн сделали, едем дальше. Для начала нам нужно конвертировать файл ресурсов в питоновский файл. Для этого напишем в терминале paysite6 rcc, название файла ресурсов, в нашем случае файл с QRC, знак больше, название Python файла на выходе, обычно называется files.rc. Теперь конвертируем в Python файл интерфейса. Для этого введем в терминал тот же самый синтаксис, но теперь используем paysite6 UIC.
Если у вас на выходе получается файл с кодировкой UTF-16, конвертируйте его в UTF-8 во избежание дальнейших проблем. Что ж, в следующем видео напишем код для главного функционала калькулятора. Будет интересно, не пропускайте, не забывайте. Я, конечно, ни на что не намекаю, но чтобы не забыть, можно подписаться и нажать на колокольчик. Увидимся в следующем видео.